Итак, как звали миссионера, который организовал первый перевод Библии на корейский язык? Миссионер Джон Росс. Это был миссионер Джон Росс. И если вам интересно посмотреть, как он выглядел, то вы можете посмотреть на большой портрет, который помещен на одной из внешних стен нашего офиса. And so when I say he organized the translation, he was a missionary to China, as you may recall. He wasn't originally a missionary to Korea. И несмотря на то, что он был миссионером не в Корею послан, а в Китай, он смог организовать перевод Библии на корейский язык, потому что Бог все время посылал ему постоянно встречались корейцы, и поэтому у него в сердце появилась вот эта идея перевести Библию на корейский язык, хотя он на тот момент жил и служил в Китае. И поэтому он собрал группу, состоящую из людей, которые должны были переводить Библию на корейский язык. И это была очень необычная группа переводчиков, не похожа на переводчиков, например, ассоциации Виклиф. Это были люди, которые занимались торговлей. Import-export business. То есть они занимались куплей-продажей, импортом и экспортом. But they were all people that had lost everything. They had really fallen on hard times. Они были теми людьми, которые на тот момент ничего не имели. Они потеряли все и поэтому переживали нелегкие времена. So they were desperate for money, and so they were not Christian. В отчаянном положении, очень сильно нуждались в деньгах. И они не были христианами на тот момент. And so what happened is that John Ross, the only reason they went to work for John Ross is because they needed the money. Произошло то, что они согласились начать работу по переводу, потому что они нуждались в деньгах. But it was in the process of translating the Bible that the Lord Но в opened процессе their eyes перевода and Господь revealed открыл Himself to them. их духовные глаза и явился сам, и явился им. And that is how they then came to know Christ, was through the process of translating the Bible. Именно так в процессе перевода Библии они приняли Христа. And so these guys not only translated the Bible, И именно эти люди не только перевели Библию на корейский язык, but they also were involved in smuggling но the также Bible into они Korea. занимались контрабандой Библии в Корею. And so as they would print the Bible, then these people are part of John Ross's team. Their responsibility was to bring it back into Korea. Они ее перевели, потом распечатали, и вот члены команды Джона Росса, они еще были ответственны за то, чтобы нелегально ввести Библию, перевести Библию в Корею из Китая. И это была их вторая попытка перевозки Библии в Корею. Они подъехали к границе между Китаем и Кореей. И это была очень сильно охраняемая местность. Они посмотрели, взглянули на эту ситуацию. И подумали, да, это тяжелое задание. Они решили, что они оставят Библии на китайской стороне. Поэтому они просто оставили Библии и уехали. Они оставили эти Библии в постоялом дворе. И когда хозяин этого постоялого двора обнаружил Библии, он взял часть из них и бросил их в реку. А остальную часть Библии он сжег. So this was missionary John Ross. He used these non-professional, very
questionable character translators. И вот миссионер Джон Росс, который использовал для перевода Библии непрофессионалов, очень неквалифицированных для перевода людей. They did this strange thing where they weren't Christian, but as they translated the Bible, they came to know Christ. И случилась вот эта странная история, то, что поначалу переводчики не были верующими, но в ходе процесса перевода они уверовали. И эти же самые люди не смогли довести Библии до Кореи и бросили их на пути. И давайте сейчас поговорим о втором миссионере. Это был миссионер, который был врачом. И когда он приехал сюда, он знал, что на тот момент это являлось незаконным евангелизировать, благовествовать. Но потому что он был врачом, он подумал, что я могу использовать свою профессию для благовестия. И помните, как его звали? Horace Allen, that's good. Хорас Аллен. So we will not kick Shiltagnim out of the church. She got them both right. The rest of you guys are all gone. But so Horace Allen, that was his name. Yeah. And so Horace Allen, in fact, one of the members of the royal family, one of the princes. Он являлся членом королевской семьи. Yeah, the Korean royal family. He got into a sword fight and lost. Один из членов королевской семьи попал, got stabbed. Получил ножевое ранение. And they said, if only we had a doctor. Wait, there's this guy, Horace Allen. И они вспомнили о этом иностранном враче. So Horace Allen used the limited things that were available to him, and he saved the life of the prince by the grace of God. То, что у него было, то есть ограниченные медицинские средства, использовал для того, чтобы излечить ножевое ранение. И это есть начало истории успеха. They said, Horace, Dr. Allen, you're such an amazing guy. И вот эти члены королевской семьи Кореи сказали: вы такой хороший человек. So, we want to be like you. Мы What can we хотим быть do? похожими на вас. Что нам нужно делать для этого? And he said, I have an idea. Why don't we build an even bigger hospital? И он сказал, что у меня есть идея, давайте построим еще большую клинику. И это есть начало, история создания больницы под названием Северенс. Кто из вас был в этой больнице? Кто-нибудь получал ножевые ранения? Did you get stabbed, Peter? You did? No. Your father got stabbed. I hope not. 아이고. So, and that is how Severance Hospital was built. И это то, как была основана больница Северенс, известная больница в Корее. И я хочу сегодня сравнить действия и служения этих двух миссионеров. Джон Росс, который организовал перевод Библии некомпетентными людьми, и когда Библии были сожжены и брошены в реку, и хочу сравнить его со служениями доктора Хораса Аллена, который спас члена королевской семьи, принца, и после этого у него появилась возможность построить, основать большую клинику. Я хочу сравнить их. И хочу сказать что-то странное. На сегодняшний день большая часть миссионеров Кореи являются духовными потомками миссионера Хораса Аллена.
And actually, what we need Но is то, в more чем Korean missionaries нуждаемся мы who are the descendants сегодня, of John Ross. это чтобы было больше последователей и духовных потомков миссионера Джона Росса. Right. So, problem today, Korean church has been in numeric decline since 1991. И вы знаете, что с 91 года Церкви Кореи, они переживают упадок. Появилось много проблем, связанных с церквями, с миссионерами. И я думаю, что проблема заключается в том, что большинство корейских миссионеров являются духовными потомками миссионера Хораса Аллена. Но мы нуждаемся в том, чтобы было больше последователей или духовных потомков миссионера Джона Росса. И вам может показаться это очень неправильным, особенно вспомнив о том, о чем я только что рассказал вам, об их служении в прошлом. Но я хочу обратить ваше внимание на две различные стратегии миссионерства. И тогда вы очень просто поймете разницу между их духовным наследием. Итак, миссионер Джон Росс верил, что если мы будем обеспечивать людей Библией, и люди будут читать Библию, тогда Бог будет изменять их, будет менять их душу, разум, And the изнутри. result will be that they И в will результате do этого humanitarian things for each other. They will уже show care for each уверовавшие other. христиане начнут помогать друг другу, оказывать гуманитарную помощь. So that is the John Ross mission Итак, strategy. это стратегия миссионерства Джона Росса. The Horace Allen mission strategy Стратегия Хораса Аллена была is that you обратной. do humanitarian Сначала things for people, происходит оказывание гуманитарной and помощи in людьми, receiving these humanitarian things, the people say, "You are и amazing." потом люди, получившие гуманитарную помощь, обращают внимание на того человека, который дал им эту помощь. И они начинают задавать ему вопросы, что он чем-то отличается от других людей. And then they will say, И потом "Explain они to me скажут: why." объясни, почему ты отличаешься от других. And then you will И give в them the таком Bible. случае миссионер дает им Библию. You see the difference? Did you Вы catch видите, that? Does да, that make sense? разницу? Вы уловили смысл? Right. So in the John Ross strategy, В you're giving the Bible to случае с people. Джоном Россом первым делом он предоставляет, говорит, что необходимо людям предоставить Библию. Бог трансформирует сердца, души, разум людей через Библию, и в результате этого изменения человек начинает оказывать гуманитарную помощь. So Horace Allen's strategy, you do humanitarian things for people. Стратегия Хораса Аллена — это сначала предоставить гуманитарную помощь, They're so amazed at the person that you are. после чего они будут очень удивлены поступком и вот этой помощью человека, предоставившего They помощь. say, "Why are you so amazing?" И после чего они зададутся вопросом, почему этот You say, "The человек answer is in поступает this так. book." И тогда человек, оказавший помощь, может обратить их внимание And на thus they became so Библию, на Слово interested, they then Божие. read the book. И они, заинтересовавшись, начнут читать Слово. So two very different Итак, strategies. это две противоположные стратегии, And we could describe them that way and say it's really good. We have both. и мы можем сказать, что обе они эффективны. And yet, what I've said to you Но то заявление, которое я сделала вам в начале, это то, что проблема, которая существует в корейских церквях сегодня, is that we have too many это то, что у нас есть слишком descendants много of Horace духовных Allen. потомков Хораса Аллена, And we need more spiritual descendants of John а мы на Ross. самом деле нуждаемся в большем количестве
духовных потомков миссионера Джона Росса. And the question is why? И вы можете задаться вопросом, почему? And I want to say, let's look at the results of the Horasa Allen type mission strategy. И как ответ я могу обратить ваше внимание на результат служения Хораса Let's go back to Аллена. the story I told you just a moment Давайте ago. вернемся к истории, которую рассказал вам только что. Let's rewind the tape. We're going to Давайте watch it again. перемотаем назад и посмотрим еще раз, взглянем еще раз на его историю. The prince gets stabbed. Принц, член королевской семьи, получает ножевое ранение. Horace Allen does his thing. Хорас Аллен помогает, оказывает ему медицинскую помощь. And the prince is healed. Через это принц получает And исцеление. so Horace Allen has done the humanitarian thing. Right? То есть Хорас Аллен предоставил гуманитарную помощь. And they respond. И You are so пациент amazing. You are so отреагировал на great. это тем, что начал восхищаться Хорасом Алленом, Just like the strategy should be. в точности, как согласно And then they стратегии. say, so how can we be like you? И пациент задает вопрос, как я могу стать похожим на тебя? And Horace says, И миссионер, let's build a bigger one of those вместо того, humanitarian чтобы things. дать Библию, говорит, давайте построим большую клинику. And so you see, the humanitarian То есть, deed видите, оказание помощи leads to the ведет bigger humanitarian к deed. еще большему оказанию помощи, к еще большей гуманитарной помощи. And the kind of gets left out. А Библия уходит на второй план. Слово Божье. So yeah, but Pastor Foli, you уходит. know, kind of when you compare the two, we talk about John Ross, what you've got is a bunch of Bibles in a river Вы and можете burned сказать, up. ну, как вы можете так говорить? Ведь если вспомнить Джона Росса, то чем закончилось его служение? Тем, что Библии оказались в воде, другие Библии были сожжены. Как же его Right? And наследие when you может talk about Horace Allen, быть you've более got ценным? Severance Потому что в Hospital. случае с Хорасом Алленом был построен очень большой и известный And I mean, госпиталь. Peter was just saying his dad was there, got stabbed apparently, and went there to Severance Hospital. Peter, yes, dad was so. 그리고 피로도 세브란스 병원 가서 치료받았어요. 그 아버님도. So, I want to talk about that for just a moment. Итак, я хочу заострить ваше внимание I've на been to Severance следующем. Hospital. It's a great hospital. Я была в клинике Северанс. Это But however, Severance отличная Hospital today is клиника. not known primarily for it being a Christian Но на hospital. сегодняшний день она неизвестна. Мало кто знает о том, что это была изначально христианская больница, And христианская in fact, клиника. when we look at the missionaries that came to Korea and they built schools and hospitals, И вы знаете, что многих миссионеры, которые приехали в Корею, они основывали университеты, школы, больницы. Вы знаете такой университет, как some Ихва, great schools, Йонсе. Это очень Not, известные however, учебные today заведения. known primarily Но as Christian сегодня schools. мало кто знает о том, что это изначально были христианские учебные And заведения. if we were to go north of the Они больше DMZ известны уже как светские учебные заведения. to visit the schools and hospitals that were started by missionaries, И чем севернее по Корее вы отправляетесь и видите школы или больницы, we could go которые to были the Jesus High основаны, School. I'm just making up a name, были calling it the Jesus основаны High School. Started миссионерами, by the например, missionary Jesus High School. какая-то школа Иисуса Go to the Христа, Jesus которая University. была основана миссионером, или Институт Иисуса Go Христа, to the Jesus Hospital. или больница Иисуса Христа. Except for today, except for today. they are not called the Jesus High School, University, and Hospital. They're not called today. 오늘날에는 На сегодняшний день эти заведения уже не названы именем Иисуса. 오늘날에는 그 기독교 학교로 알려지지 않았다는 거예요. 기독교의 그 아이디가 정체성이 없어졌다는 거예요. They are called the Kim Il-sung High School. 그리고 북쪽에는 그러한 학교들이 김일성 То есть эти Kim Il-sung University заведения в Северной Корее называются and уже the Kim Il-sung университет Ким Ир Сена, больница Ким Ир Сена, You see, школа имени Ким all Ир of Сена. those great humanitarian works
все, что вот эти плоды гуманитарной помощи, которые были, та помощь, которая была предоставлена людям, которая вообще-то была изначально предоставлена христианами, then transferred to the government or to private, primarily non-Christian oriented. Сегодня уже все эти клиники и учебные заведения, как в Южной Корее, так и в Северной, они уже являются либо частными заведениями, то есть у них нет уже вот этой христианской ориентации. И многие из них продолжают существовать, успешно работают сегодня, но единственное, что изменилось, это то, что Иисуса и само понятие Иисуса и христианства было исключено из этих университетов, либо из этих учреждений, либо частично, либо полностью. И я говорю это не для того, чтобы критиковать служение Хораса Аллена. На самом деле он вернулся домой после миссионерства здесь, в Корее, в 1905 году. Но смотря на подобный вид служения, на стратегию его миссионерской деятельности, можно понять, что подобная стратегия открывает двери не для Слова Божьего, а для гуманитарных каких-то учреждений. И Библия в таком случае, она вообще уходит из центра на задний план. И сейчас я бы хотел вернуться к истории Джона Росса. То есть последний раз, когда я рассказывала о нем, мы остановились на том, что миссионеры вернулись после неудачной попытки ввоза Библии в Корею, рассказали ему о том, что Библии одни оказались в реке, другие были сожжены. И вы знаете, что на это ответил Джон Росс? This will give you a chance, Shetanim, to go 3 for 3. His response was to give thanks to the Lord. Как он отреагировал? Он возблагодарил Бога и сказал следующее. Он сказал, те Библии, которые упали в реку, в воду, они станут водой живой. А те Библии, которые были сожжены, пепел этих Библий будет удобрением для того, чтобы церковь в Корее росла. Did you catch that? He's talking about the Bibles that were intercepted and destroyed. Он говорил о Библиях, которые были разрушены. And of course, in the Bible, it says that the Word of God never returns empty. It always accomplishes the purpose that God has for it. И в Библии сказано, что Слово Божие никогда не возвращается к Нему неисполненным. And so John Ross's understanding that he received from the Lord through the Word of God. И понимание Джона Росса, то понимание, которое он получил от Бога через Его Слово, то, что, несмотря на то, что Библии были уничтожены, что какие-то попали в воду, другие были сожжены, несмотря ни на что, необходимо исполнять Божий промысел. И посмотрим, был ли он прав. Джон Росс и его команда went on to, through their smuggling operation, went on to bring the first 15,000 Bibles that ever entered Korea. Они не оставили это служение, продолжили работать в этом направлении и
результатом их работы было, что они везли 15 тысяч Библий в Корею. Когда очень известные миссионеры, первые миссионеры, въехали на территорию Кореи, and they got there, and Appenzeller said to Underwood, "What do you want to do, Underwood?" And Underwood said to Appenzeller, "I don't know. What do you want to do?" И они спросили, так, что же нам теперь необходимо сделать первым делом? Пока они общались друг с другом, переговаривались, перед ними выстроилась очередь из корейцев, у которых в руках были Библии. And they said, according to this Bible, we need you to baptize us. Они сказали, что согласно вот этой Библии вам необходимо первым делом крестить нас. And so Appenzeller and Underwood thought, well, surely this is some mistake. I mean, let's do some investigation and find out if they're really ready to be baptized. Let's do some doctrinal questioning. И, конечно, эти два миссионера сказали, подождите, нам сначала нужно точно узнать, знают ли эти люди, настолько ли они познали Христа, что они готовы к крещению. And so they investigated the people, and they found that they understood the gospel. И они стали разговаривать с людьми и поняли, что действительно те люди, они знали, понимали Евангелие. And there was no reason not to baptize them. И поэтому не было причин не крестить их. And so this is why Korea is unique in all of the world's history when it comes to missionary work. И поэтому в этом контексте Корея, в Корее был уникальный случай. Because Korea is the first country where the Потому Bible что это arrived before the первая missionary. страна, в которой Библия очутилась до прибытия первых миссионеров. And God laid the foundation of the Korean church. И Бог образовал фундамент, основал фундамент Церкви Кореи On the foundation of the Bible. на основании Слова Божьего. And that is why the first Korean Christians И вот почему первые христиане Кореи, didn't say, well, I'm a Presbyterian Christian, how about you? они не называли себя по конфессиям, они не говорили, вот я пресвитерианин, а ты I'm a кто? Methodist Christian. А я методист, Oh, actually, I'm a Baptist Christian. а я баптист. What they said was, Но I то, что am они говорили a про себя, Bible они Christian. называли себя библейскими христианами. And in the earliest days of the Korean church, the late 1880s, the 1890s, И в конце 19 века, то this есть is это how были Korean самые Christians ранние called themselves. корейские христиане, это то, как они сами себя называли. Они называли себя библейскими христианами или христианами Библии. Bible Christians. Они не делили себя It по is, by the way, this конфессии. is a sermon we need to preach another day, but this is also, by the way, Kim Go-shin's point that he would make much later, that we weren't Presbyterian, Baptist, and Methodist И Christians, это we именно were то, о чем тоже Bible писал Christians. Ким Гё-шин, о чем нужно, конечно, читать отдельную проповедь. Это то, как гораздо позже он тоже писал в своих работах, то, что нам не нужно быть That's why he didn't делиться like the по title конфессиям. non-church movement because it didn't get to the point. That's not the point he was И trying to он make. He was saying, очень he много was saying that the писал most important о thing is that we are Bible том, Christians. что самое важное в жизни христианина является не конфессия, а Библия, которая едина для всех. So if we go back north of the DMZ again today, Так, если мы вернемся к северной части от and we ask which ДМЗ missionary's work сегодня, has endured, и посмотрим, чей плод, which missionary has had his work be able to endure, which плоды работы missionary's work какого has lasted. миссионера до сих пор We would find видны. that all of the hospitals and schools and so forth have been renamed and Jesus has been removed from them. Мы увидим, что в Северной Корее все школы, больницы, которые открыли миссионеры, они были переименованы, и, конечно, имя Иисуса исчезло оттуда. Но единственный плод работы миссионерской деятельности, который существует до сих пор, is missionary John Ross.
Это работа, плод работы миссионера Джона Росса, потому что его стратегия миссионерства заключалась в том, чтобы в первую очередь снабдить людей Библиями. Не нужно для этого, чтобы именно пастор вручал эту Библию. Не нужно было строить здания церкви. You see, because even the strategies that relied on pastors and church buildings, even those strategies have been destroyed in North Korea. The only missionary whose strategy has endured. Единственный миссионер, чья стратегия до сих пор выжила, является наиболее эффективной, потому что мы до сих пор видим плоды его деятельности. Это тот миссионер, который просто верил в то, что Иисус явится, Иисус является через Слово Божье. See, you can take Jesus out of a hospital building. То есть можно убрать Иисуса из упоминания Иисуса из больницы или из названия больницы или его изображения из больницы и заменить на имя Ким Ир Сена. Также можно поступить из любой школы, заменить именем Ким Ир Сена. Но нельзя удалить Иисуса из Слова Божьего.